Девочки, доброе утро. Мальчикам привет тоже. Послушайте, уже такое активное солнце, что приходится закрывать уже жалюзи, шторку. Потому что я боюсь, что погорят орхидеи. Хотя еще только март. И смотрите, как уже загорела ванда. Видите? То есть, как бы, солнце достаточно уже активное. Поэтому там, где могу, хожу, прикрываю. Прикрываю, жарко им вообще. Не думала, что так рано. Начнем уже прятаться от солнышка. Южная сторона. Поэтому так, девочки, я еще только завтрак себе приготовила. Там творожок. Спрошу сейчас у своих, кто что будет. Но у меня сразу с утра, не знаю, как вы, мне надо сразу. Вот я помню с вечера, что у меня полочка там не полита. Я уже все быстренько пополивала, но хочу вам показать, что у меня здесь. Я попротирала полку, потому что Лимоша, вы все знаете, она любит побросать свои семечки. Я, кстати, ей на днях... А вот здесь есть. Вот прям проса попрорастала в горшках с орхидеями. Видите? Вот. Я ей предлагаю. Ты будешь? На. Ты будешь? Надо ей попробовать купить вот эту. Я ее вниз кидаю, она съедает. Вот она спускается вниз, она уже любит там. Ой, ой, на витаминку. Там у нее яблочко, все. Девочки, вчера весь вечер купалась, с утра еще не купалась. Так, и мне надо обрезать у шиллерианы цветонос. Все-таки он не остался живым, он начал отсыхать, но через время, где-то через недели 3 начал сохнуть. В общем, надо сегодня обрезать. Смотрите, кто у меня здесь. Я уже их пополивала. Это мой сапфирчик. Вот водички там буквально на сантиметр оставила. У сапфирчика просто классное такое цветение в этом сезоне. Девочки, гляньте. Надо солнышко поймать. Я же закрылась, теперь все. Солнышко не видно. Девочки, надеюсь, что вы сегодня все выспались, что не было громко. У нас была тревога, но я после вечерней тревоги ночную просто решила проспать сознательно. Думаю, организму нужен отдых. Смотрите, какая веточка. Не всем нравится сапфирчик, но мне очень нравится. Он не ароматный, но он такой замечательный. И вот пока он распускал бутоны на этой веточке, он быстро вырастил вот эту ветку. Смотрите, уже бутончики наливает. И мне кажется, что здесь будет побольше цветочков. Видите, какая прелесть? Конечно, было бы классно, если бы сразу два этих великолепных цветения одновременно произошло. Ну, нет. Слушайте, она так любит начинать трапезу, когда я с ней болтаю. Так, я уже всех полила, только что вкушала аромат вот этой красавицы. Это Зенкнинг Анаконда. Она, девочки, очень вкусно пахнет. Я ей прям налила воды, там у нее корень внизу. Прямо оставила в двойном горшке вот так вот, где-то полсантиметра. Но она красавица, я вам ее часто показываю. Но она, мне кажется, сейчас стала намного краше. Она, когда открылась, она была прям бледная. Посмотрите, как она видоизменилась буквально за неделю, за две. За пару недель. Вообще, я ее прям не узнаю. Мне кажется, да, она сначала такая была кремовая, и не было вот такой яркости у нее. Вот этих пятен. Яркости не было. Сейчас она прям яркая-яркая. Замечательная. Так я ее балую. Сегодня у меня просто обычная вода. Перед этим был аминостим, а сейчас обычная вода. Пересохла у меня сильно моя Тайсока Анна. Так я ее так прям хорошенько залила. Она что-то не обещает чего-то. Вы же помните первое цветение, что было? Я Лимоша яблоко отрезала. Первое цветение было вообще какое-то странное. Были неразвиты
Питалии. Такое что-то. Посмотрим, что в этот раз. Что она тут дает за бутоны? Дело в том, что у Аннушки, если бутон, девчонки, я по опыту своего цветения первого, когда у меня была стандартная Аннушка, она давала вот такие, знаете, бутоны с язычками. Сейчас посмотрим. Сейчас непонятно, еще рано судить. Но вот если у вас уже такой бутон, и там прям торчит язычок, вываливается вот эта губка, девочки, это 100% будет, ну, обычная, без мутации. Так, в общем-то, я думаю, что этому красавцу хватит водички на сантиметр в закрытой системе. Видите, у сапфира очень тоненькая корневая. И я не всегда успевала его поливать, и он меня плохо чувствовал и был такой желтый. Мне девочки вы писали про сапфир и спрашивали, почему у меня желтеет сапфир. Я думаю, что это от того, что все-таки ему не хватает влаги. Как бы и заливать нельзя, но и сушить их нельзя. Корень тонкий, видите, какой тонкий корень у сапфира. И мало веломена, мало запаса воды. Вот и все. Поэтому он желтеет. Как только я его посадила в закрытую систему, ну, тут, конечно, надо среднюю фракцию коры брать, чтобы не было и больших кусков, чтобы он тоже и в закрытой системе не просыхал. Просто прелесть, да? Здесь у меня болтыхается. Ой, этот интереснейший экземпляр все никак не адаптируется. Трантуниане, девочки, это, наверное, не для меня, не для Ани. Трантуниане не для Ани. Он у меня просто еле-еле душа в теле. Ну, посмотрим. Красоту. Так, Лимоша ж погрызла нам кустик. Ну, девочки писали корицей там обработать. Девочки, я ничем не обрабатывала, нормально. Цветочки держит, листики тьфу-тьфу. В общем, вот с таким краем мы теперь живем. Я, конечно, поругала. Девочки, лук у меня вырос. А вы смотрите, какие корняки. Вы мне спрашивали, Лимоша не хочет лука? Ага, она не дурная. Она вылезла и сразу к орхидеям. Лук она не хочет. Ну, давайте проверим. Ну, это же вряд ли попугаи будут это есть. Ты будешь лук? Не-не-не, она схватила и пошла клюв вытирать. Поняли? Она его откусила, попробовала, и все, и пошла вытирать клюв. Боже, он такой злой, кошмар. Так, кто тут у меня еще цветет? У меня тут еще также 3 цветочка и бутончик на моей красоте. На моем выцветившем попугае, хотя не на солнце уже выцвел. Да, доцветает моя пинлонг черри. Ароматная красотка. Я ей там прям воды оставила, девочки. Пускай пьет. Это моя неизвестная красавица доцветает. Моя первая орхидея. Моя первая орхидея. Вот это 2. Вот, беленькая и вот эта розовенькая, 2 мои самые первые орхидеи, которые я пошла и себе купила. Вот так вот. Я удивилась, думаю, что там все покупают, что это за цветок такой. И я пошла 2 купила, потом мне уже начали дарить. Вот они у меня выжили, типа. Так, девочки, это красавица, я ее цыпленком называю. Аркс. Не Аркс Каюлани, как-то она от Алюры Каюлани, может и Аркс Каюлани, не знаю, у нее сейчас такие цветочки, но она какая-то, вот у меня первое цветение у нее в прошлом сезоне было, оно было классное, такое, ой, на солнце как-то теряется ее, в тенечке покажу, вот так она ярче. Она в первом цветении имела 1 цветочек крупный, а теперь она вот такая, какая-то породистая. Но мне не нравится, что происходит с ее розеткой. Вот живет, ой, прокапывает вода здесь. Живет она у меня вот так, и она у меня вот так делает листья. Вот то же самое, что девочки спрашивали про сапфир, то же самое у меня происходит с этой Каюлани.
Цветочки не совсем такие, как я думала, прям будут плотные-плотные, они слегка плотные. Так, вот это моя интересность. В этом году не так рясно цветет, как в прошлом. Тоже от аллюры. У меня много от аллюры малышей. Это называлось, у нее, наверное, разные названия, но аллюры называлась она Spitfire. Вот такой цветочек, слегка ароматный, с красненьким таким язычком. Ну, такая. Не скажу, что это прям какая-то супер орхидея, она мелкашка, без особого аромата. Она чуть-чуть, не, она ароматит. Она чуть-чуть пахнет, но вот если прям вот в нее прям так, прям вот вообще, вы поняли, да? Прям вот вообще. Конечно, тоже вкусненько, цветочный, но мне больше нравится аромат, который такой более, как вот у этой парфюмированный, более яркий. Эти вообще не пахнут. Это тоже вот она не пахнет. Я не знаю, я вот прям всегда готова, что она в какой-то момент может развалиться, потому что, ну, странные вот эти листья. Сейчас, тем более после цветения, она вообще немножечко потеряла совсем вот даже тургор. Мне кажется, что она после цветения вряд ли выживет, так мне кажется. А может и выживет, может и пойдет. Я сначала подумала, что она дала вот здесь детку, но здесь вот что-то непонятное, видите? Она дала листик и пошла гнать цветонос. Как бы вышел вот этот цветонос, и что-то появилось здесь. И я подумала, что это будет все-таки детка. Думаю, раз она такая умирающая, думаю, будет детка. Нет, решила мне букетик сообразить. Так, я сегодня хочу еще попозже полить эту нижнюю полку. Тут у меня немного, но есть. Начали вот сушить листья. А вот, убрала. Они не цвели. Две бабочки желтые. Ну, а так, в принципе, здесь еще цветочки, восковички держат. Тут еще нормально, но надо уже поливать. И дракарис тоже держит свои два цветочка. Мои ребята решили, что он уже цветает. Или нет, он такой просто имеет такую структуру, что кажется, что он как будто уже все. И это тоже, кстати, такая под старину орхидея Розетта. Вот этот вот красивый. Очень мне нравится. Как сагрифайс? А, сангвинелла, господи. Все перепутала. Девочки, сегодня я хочу две полочки полить. Тут у меня, кстати, появились два бутона. Я не знаю, зачем я ее купила. Девочки, я с утра все никак у меня кашель не проходит. Такой какой-то странный грипп, который с последствиями. Знаете, кто это? Сейчас я вам скажу, кто это. Я не скажу. Доставать. Это природник Модеста Сиблинг. Наверное, Джоя. Да, Джозеф Вул, как всегда. И у нее вот прям начало пожелтение вот в середине. Я затопсинила, ну вот она дала два бутончика. Не знаю. Но я смотрю, вроде такие тяжелые, еще не совсем и просохли. Может быть, и на завтра оставлю эту полочку. Потому что если вы сомневаетесь, лучше оставить еще на день, на два. Пускай еще постоят. Перелив хуже, чем недолив. Но я всегда спешу. Вот это вкусное, мне нравится, как пахнет. Сара Бразе Голд. Ой, она вообще ароматная. Но сейчас что-то не очень. Но она политая, ну красивая. И вот тут у меня уже, смотрите, какая красавица распускает. Любимая. Ну еще. Ой, ну уже начинает ароматить, но не сильно. Должна настояться. Это моя красивая. Наверное, у вас у всех есть и уже бабочки. Shiny Girl. Я когда первый раз ее купила, и она зацвела, я была просто в эстетическом шоке. Очень красивая, очень.
так долго держит вот это цветы. Вижу, девочкам там поприходили пересорты, показывают фотографии на Фейсбуке, что там такое пораспускалось, какие-то простушки. Показывают фотографию вот этого фаленопсиса и то, что расцвело. Расцвело что-то похожее на ягуар, ну плюс-минус какой-то. Такая же гамма цветовая, ну какой-то вообще непонятно что. Так что мне еще повезло. Причем 2 года не цвела, и я понятия не имела, кто это. Мне ее просто случайно прислали, я вообще ее не заказываю. Так, вижу, там моя бабочка уже что-то начинает отцветать. Но она быстро. Лист там решила потерять. Все остальные более или менее. Ну, вот отцвела уже тоже орхидея. Этот Леолин Оранж, по-моему. Как-то быстро в этом году все отцветает. Желточек мой весь раскрылся. Красавчик. Добкин стоит букетиком. В общем, все нормально. Сейчас составляю полку. Мои уже попросыпаются и будем уже завтракать. Думала сама позавтракать. Смотрите, видите? Отцветает букет. Отцветает. Только стало жарко. Отопление нам пока не выключают. Естественно, наверное, до 1 числа. До 1 апреля обычно. И мы тут жаримся, и у нас цветение всходит на нет. Единственное, что вот наши такие вот восковички, они еще нормально. А вот такие вот с такими листиками, с тоненькими, они быстро отцветают. Боже, а куда ты полезла? Господи, здравствуйте. Вот только прислони куда-то хою. Это классная хуя, мне нравится. С таким листом а-ля каудаты. Только прислони, они моментально оплетут то место, куда вы ее прислонили. Ну все, теперь я ее не буду отпутывать. Пускай здесь растет. Надо тоже полить стаканчики маленькие. Это Сигелатис 001, по-моему. Другой. У меня есть 2. Недавно купила, такой лист красивый вырастил. Растет здесь. Так, ну все остальные цветут потихонечку. Все нормально. Все, девочки, убираю грязь, мусор. Ставлю на полочку красоту. Бабочки вот у меня здесь пооткрывали бутончики дорощенные. Чемпион Лайтинг открыла 1 бутон, 2. И я очень переживала, что она скинет. Это здесь Black Piano на 2 бутона. Мне повезло, наконец-то. Вот Black Piano. Может, вы видели в теплицах. Не состоявшийся. А вот Black Piano состоявшийся. Мне девочки писали: Аня, никому не отдавай, никому не дари, пусть будет. Девочки, я не знаю, я подумаю. Я подумаю. Она прикольно, конечно, наблюдать за классическим и за таким. Но этот симпатичный, ну, блин, место же занимает. В общем, я думала, что Чемпион Лайтинг отсушит свои цветочки и тогда откроет бутоны. А он нет, он молодец, он меня порадовал. Он и сохранил цветочки, которые уже есть, и дорастил. И вот еще крупная бабочка. Классная тоже. Мне нравится. Забыла, как называется. Как же она называется? Аэксин. В общем, девочки, где-то там бирка далеко. Но она красивая. Такая нарядная. Тут доращивает 2 бутона. Но это, наверное, точно скинет, а потом 2 бутона дорастет. Так, ты идешь мыться? Иди покупайся. Тут у меня уже все пораспускали все бутоны. И сакура биглив тоже. И вот остался 1 бутон у моего красавца венецианского карнавала. Ну вот вижу, резко отцветать начала Карина. Вижу, вон желтое все. Надо, короче, обрезать ей цветоносы. Обрезать. Вчера я бахнула воды своему красавцу, любимцу, горизонту. Сейчас посмотрю, не перестаралась ли я. Нет, он все подобрал. У него сейчас корневой рост. Видите, вот корень из шеи,
листик растет, здесь корень из шеи. Его бы, казалось бы, можно было бы и пересадить, но я посмотрела, у него горшок вроде как места немало. Думаю, так, пускай еще посидит в этом горшочке. Что спешите? Все, девочки. Всем хорошего настроения, всем мирного неба. Сейчас составляю вот эту всю красоту. Но это пахучка, я в шоке. Я не думала, что такая пахучая, вкусно пахнущая, ароматная анаконда. Конечно, те тоже пахнут. Змеиная кожа пахнет. Но анаконда мне нравится больше, как пахнет. Это больше цветочком. Анаконда супер. Так, кстати, у меня здесь тоже цветочек уже. Видите, что творится? Так не хочу, чтобы отцветала моя вот эта бабочка. Она мне так нравится. Ну, пускай отдыхает. Завтра уже буду разбирать эту полку. Смотреть, кому что обрезать, кому что удалить. Ой, там сейчас надо пробраться в комнату к сыну. Там надо жалюзи опустить. Вот там вчера пришла, орхидеи просто листья, как уши спаниеля, вот так поопускали и стоят, потому что шпарит солнце в окно, у меня южная сторона. Я их должна была поливать дня через 3, но они уже были готовы к поливу, так скажем. Вы тоже готовы к поливу. Ой, доращивает. Да, тоже готовы к поливу. Надо и эту полку проливать. Слушайте, это капец какой-то. Это какой-то капец. Вот вам, и если открытая система, девочки, я не представляю. В открытой системе все вообще просыхает моментально. И что вы делаете? У меня есть там пару открытых систем. Но я всегда боюсь за них забыть. Так, а ты что, отцвела уже? Этот еще держит. Эту сторону держит. А с этой стороны уже все отцветает. Надо сейчас тоже вот это обрезать. И ремуши выросла трава. Все, друзья мои. Где ты там? Она так охраняет свою территорию, прям вообще. Может и грызнуть. Все, девчонки. Всех обнимаю. Всем солнца. Всем хорошей погоды. Ну, я думаю, что еще у нас будет похолодание. Боже, смотрите, какая мелюзга тут у меня была, да? Прям супер. Этого уже люблю, люблю, люблю. Биглип зебра. Открывает Хэппи Минха свою веточку, но смотрит туда. Ну, посмотрим, может, потом как-то его развернем в обратную сторону. Ну, тут у меня никогда не стоял. В прошлом году я его сюда притащила, потому что он на окно не вмещался. Все, друзья мои. Всем мира и добра. Обнимашки.